Тельцы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на декабрь 2022 года. Мы уже с вами плавно подходим к завершению этого сложного года для многих и во всех отношениях. Посмотрим, с чем мы будем его завершать, какие выводы нам необходимо сделать и к чему готовиться. Поэтому работать мы сегодня будем с Таро Аркани, а также Ленорман Золотой Нити. Смотрим все по классике, а именно общую энергию месяца, а также что вас ожидает в плане работы, финансов, вопросов здоровья, личной жизни и запросим рекомендации от карт. Ленорман сделает нам акцент на неожиданности данного периода. Итак, общие энергии, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, карты перед вами. Надеюсь, вам всем они хорошо видны. Мы с вами приступим. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится король мечей. Аркан, который указывает на ситуацию стратегии, логики, аналитики, холодного расчета, подхода. Знаете, такого в чем-то, может быть, даже неординарного, потому что это всегда планирование, это всегда выверенные действия. Это сохранить холодность рассудка при любых ситуациях. Для кого-то здесь, безусловно, будет играть очень важную роль мужчина воздушной стихии, то есть весы, водолеи, либо близнецы, либо просто человек очень статный, очень значимый, может быть реализован в нише юриспруденции, то есть административной, законодательной власти, может также быть врачом. Но, тем не менее, как правило, по этому аркану человек занимает высокий чин, знает, как себя вести, чем вам помочь, как скорректировать ваши действия, то есть дать не только грамотный совет, но и помочь какими-то реальными действиями. Но в чем конкретно будет выражаться этот аркан? В связке с пятеркой мечей. Могу вам сказать так, общая энергия месяца для кого-то, я озвучиваю как есть, это могут быть действительно вопросы мобилизации. У кого-то это оказаться в ситуации обострения военного конфликта, боевых действий. И здесь, знаете, как не сломиться, не поддаться каким-то сложным моментам, а выстоять в этой ситуации. Что ж, будем смотреть, как будет развиваться этот вопрос дальше. Итак, вопросы работы. У нас здесь падает шестерка дождя. Шестерка воды, шестерка чаш можно интерпретировать по-разному. Смысл один и тот же. Так вот, в общем, в целом карта говорит о том, что у вас будет желание вернуться к первоистокам. Возможно, к тому, чем вы занимались ранее. Либо наново взаимодействовать с теми людьми, с которыми вы работали. Может быть, коллектив. Вернуться на какое-то прежнее предприятие. А у кого-то будет стоять задача, ситуация открыть и развивать что-то с членами вашей семьи, с родственниками. Будем смотреть точечно, о чем здесь идет речь и на чем вам делать акцент. Итак, для тех, кто у нас не работает и работать по ряду причин не может, что вам говорит этот аркан? Шестерка дождя, и здесь падает аркан. Видите, любовник, тут девушка плачет, это как сложный выбор, это значимый выбор, эмоциональный выбор. Здесь отказаться от чего-то, ради зоны комфорта, либо каких-то моментов, ради заработка, ради стабильной жизни и ради каких-то новых перспектив. У кого-то даже, хоть и будет сложно, будет тяжело, это пытаться объединить несколько видов подработки. Работа здесь не постоянная, потому что, знаете, как периодичность, время от времени. Но, тем не менее, знаете, как жизнь диктует свои правила. Нужно будет под них адаптироваться и подстраиваться. Если у вас есть время и ресурсы, все-таки работу вы ищете, то, как мы видим, у нас здесь падает король камней. Здесь, благодаря родственным связям, знакомству, через протекцию этого мужчины, короля пентаклей, он же король камней, обрести ту работу, о которой вы мечтаете. Если вы у нас наемный сотрудник, то здесь шестерка дождя и шестерка камней, они указывают на ситуацию помощи от бывших коллег, друзей, одноклассников, которые вам могут помочь с целью реализации ваших проектов, либо перехода на новую работу, или вы можете кому-то оказать здесь помощь или поддержку по перспективам трудоустройства, возможно, даже ваше предприятие. Если у вас свой собственный бизнес, то здесь падает у нас аркан жрица.
Если вы медик, если вы эзотерик, если вы работаете в закрытых организациях, будь то лаборатории, либо какие-то военные подразделения, то успех вам гарантирован. Это прорыв, это востребованность, это значимость. Более того, вы здесь очень хорошо будете опираться на свою интуицию, знаете, как и лавировать в водовороте событий. Понятно, что все не могут быть задействованы только в этих нишах, и для всех остальных карты говорят: наблюдай, анализируй, делай выводы и опирайся на свою собственную интуицию для того, чтобы получить развитие и достижение тех целей, к которым ты стремишься. Если мы с вами посмотрим финансовую сторону вопроса, у нас здесь падает, знаете, как колесо хаоса, колесо бури, колесо водоворота, потому что это, знаете, как штормовое колесо. То есть, иными словами, фактически апокалипсис, вот такие очень серьезные перемены. Но, понимаете, перемены, которые вас захлестнут и откроют вам новые возможности. Почему? Потому что то, что вы будете делать в декабре, вот я открываю колоду, здесь ложится девятка пентаклей, оно будет идти на долгую перспективу, на длительную перспективу и сулить вам хороший доход. То есть сейчас вы можете вынашивать эти планы, либо во что-то вкладываться, и оно впоследствии окупится вам старицей. Поскольку, обратите внимание, здесь у вас нарисован, я даже не знаю, как это корректно назвать, потому что это не айсберг, это, давайте так, независимая какая-то там планета, вселенная, которая, вот как мы видим, существует в галактике, так и вы здесь можете обретать или вкладываться, инвестироваться в недвижимость в каких-то других регионах, в других странах, то есть либо продумывать эти цели, планы наперед. Если смотреть состояние здоровья, как мы видим, у нас здесь ложится, по классике это у нас двойка мечей. В этой колоде это у нас двойка ветра, назовем еще так, двойка воздуха, да. Это легкие заболевания, респираторные заболевания, простудные заболевания. Но мы здесь первооснова, это акцент на легкие и акцент у нас на глаза, потому что могут быть какие-то воспалительные процессы и болезни офтальмологии. Поэтому с этим, пожалуйста, очень осторожно, очень аккуратно. Если смотрим перспективы по личной жизни, у нас здесь падает аркан Луна. То есть много неясности, много туманности, много каких-то, может быть, необоснованных переживаний, страхов, неизвестности и, в принципе, знаете, какого-то смятения, потому что вы не осознаете, к чему это ведет, каких перемен вам ожидать, к чему вы можете здесь прийти. Поэтому давайте анализировать. Итак, для тех, кто у нас на текущем этапе жизни свободен, то здесь тройка ветра, она же тройка воздуха, и Луна указывают на переживания и страхи, которые остались в вашем сердце. То есть у вас незалеченная душевная рана. Да, конечно же, вы надеетесь, вы хотите исцелиться, вы хотите новых отношений, но в течение декабря могу сказать так: я не вижу здесь новых перспектив, новых связей, новых возможностей, потому что прошлое еще ятрит ваше сердце, вы его не отпустили. Некоторые даже могут здесь быть в ситуации, в стадии ожидания и желание возобновления прошлых связей. Вот вы все ждете, что кто-то вернется, тот человек, который разбил вам сердце. Но вряд ли вам стоит над этим циклиться. Если вы в любовных треугольниках, то семерка огня, которая у нас здесь указывает на защиту своих прав, своих интересов. Это желание отвоевать партнера или партнершу. Это желание здесь пролить свет, внести коррективы, потому что заявить о том, что вы имеете право на этого партнера, либо на эту партнершу, заявить о себе, вскрыть, ну не то чтобы этот обман, вот эти вот скрытые отношения, которые вы не афишировали, потому что все, вот знаете, желание обозначить, что это мое, и я никому не отдам, то есть бороться за те чувства и эмоции, которые вы испытываете. Если вы в стабильных связях, то здесь Луна и Король жезлов – это властность. Это у кого-то могут быть переживания от чрезмерной ревности вашего партнера или партнерши. Но здесь, в частности, видите, у нас на повестке дня мужчина. От каких-то его амбиций, либо притязаний в ваш адрес. Но так как вы здесь тоже сами с усами, может быть ситуация, знаете, как воинственного противостояния, потому что у каждого свои амбиции, каждый себя считает, может быть, чем-то главенствующим в паре, потому что для женщин Король жезлов это тоже, знаете, как очень внутренняя высокая планка.
по отношению к партнеру и к своим желаниям, которые вы не готовы отпускать. Поэтому Луна и Король жезлов — это могут быть сомнения. А соответствуем ли мы друг другу? А стоит ли нам далее плыть в лодке жизни? Что мы даем друг другу? Потому что, видите, такая вот воинственная позиция. И в чем-то может быть непонимание, как двигаться дальше. Ну, сейчас давайте посмотрим, что у вас здесь. Но видите, десятка камней, десятка пентаклей — это все-таки акцент на семью, на родовое имение, на целостность и на сохранение того союза, который вы имеете. Совет и рекомендация. Семерка дождя, семерка воды. Здесь девушка, видите, протягивает корону как символ власти, символ достижений. И мужчина как бы делает мне навстречу первый шаг, но вместе с тем сомнения, а нужно ли ему это, а то ли он дорога идет, к чему приведут такие перемены, действительно ли он хотел. То есть это своего рода как определиться со своими желаниями и выбрать тот путь, по которому вы хотите идти. Сейчас будем с вами смотреть неожиданность этого периода. Какова здесь ситуация? Так, плетки, леса, крест. Ой, очень знаковая ситуация. Тучи, очень много переживаний, много эмоций. И карты, которые говорят о ситуации конфликтов, напряженных взаимоотношений. Ситуация, когда вы проливаете свет на какую-то ложь, фальшь. Ставите крест на вот этой ситуации, которая вас, знаете, как говорю, изматывала, отягощала. Прощайтесь лживыми и фальшивыми друзьями, фальшивым окружением. И здесь может быть ситуация, за которой вы можете страдать. Сейчас объясню. Если у вас в свое время была ложь в спасении, то ситуация-то откроется. Ну и вам, знаете, говорю, придется расхлебывать поступки, знаете, как последствия своих поступков, своих действий. Ну и да, переживания, которые неизбежны. Еще если в плане энергетики, то это переживать из-за диагноза, потому что многие могут поставить фальшивый, неверный, как критический какой-то диагноз, а по факту этой ситуации здесь не будет. Поэтому как рекомендация, как совет, консультироваться не у одного специалиста, как минимум у 3. Я понимаю, что это все время, это деньги, но вместе с тем это ваше здоровье. И не ведитесь сразу на какую-то информацию, которую вам могут озвучить, донести, потому что, скорее всего, она окажется ошибочной, окажется ложной. Вот такой вот у вас выходит месяц, непростой. Тельцы, что могу вам сказать? У вас, в принципе, как и у скорпионов, эти 1,5 года это просто атас. Все затмения на оси Телец-Скорпион. И перемены, которые у нас идут, они действительно являются во многом сложными и болезненными. Поэтому моя задача весь негатив для вас перекрыть позитивом, чтобы весь этот негатив канул в небытие. И вы как следствие вообще, знаете, как не прочувствовали никаких таких вот негативных перемен. Поэтому опирайтесь на свою интуицию, пусть ваше внутреннее «я» вас ведет по правильному пути, благоприятных вам перемен. И, естественно, пусть все эти перемены вам будут во благо. Вот таким вышел расклад у вас на декабрь. Верю в то, что информация вам будет во благо. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.